День 1611. Алекс на связи. Я использую разные способы управления светом и освещения с помощью светодиодных лент. На самом деле это не всегда ленты. Есть некоторые светильники, сделаны на базе адресных светодиодов. Есть ленты, которые не поддерживают адресацию, но только просто светят определенным цветом. И также есть лента, которая светит, используется RGB, и, соответственно, можно менять цвет в достаточно большом диапазоне. Для управления светодиодными лентами я приобрел два разных драйвера. То есть это по сути 12-вольтовые, то есть постоянным напряжением драйвера. Они используют ленту, которая именно рассчитана на постоянное напряжение. И эти драйвера позволяют включать-выключать ленту, также позволяют диммировать ленту, то есть делать ярче или тусклее, но на самом деле, конечно, диапазон не очень большой, то есть самый низкий уровень, он все равно довольно яркий, а самый большой уровень, его недостаточно для полноценного освещения. Но как некоторую подсветку дополнительную в комнате, это тоже, в принципе, можно использовать. В качестве ночника тоже можно использовать такие ленты, но, конечно, скорость включения этих драйверов, она не очень стабильна, и иногда бывает так, что он включается с некоторой задержкой, и, конечно, это не очень удобно, то есть там задержка может быть и секунды, и даже две. С чем это связано, не очень понятно, видимо, сам драйвер, скорее всего, так работает не очень надежно. Но, в принципе, по большей части, если эти команды выполняются редко, то есть просто включил или выключил, или какой-то режим установил, то срабатывание идет вполне неплохо. Если начинается какая-то регулировка, допустим, яркости или цвета, то в этом случае, конечно, бывают достаточно большие задержки. Светильники, которые используют на адресных светодиодах, они работают по Wi-Fi. У них есть разные режимы освещенности, то есть они могут какие-то разные эффекты показывать. Яркость у них регулируется тоже в достаточно большом диапазоне, но минимальная яркость, она все равно, конечно, довольно большая. Также поддерживается режим управления просто как светильник, то есть определенный свет или цвет можно включить, и на определенную яркость или определенной теплоты, и в принципе тоже неплохо освещает комнату, и можно использовать его в качестве подсветки или в качестве ночника. Светильники я также интегрировал их с системой умного дома Яндекс. Это довольно непросто было, то есть нужно было, во-первых, прописать их сначала в OpenHub, то есть я там делаю некоторый набор разных параметров, отвечающих за яркость, за другие режимы работы этого светильника. А потом для проброски в систему умного дома Яндекс нужно было сделать специальное описание для системы умного дома, и тогда уже, в принципе, они появлялись в приложении от Яндекса, и там можно было корректно управлять параметрами. Но, конечно, не все параметры существуют, которые необходимы. То есть есть управление, например, громкостью или яркостью, но пришлось использовать управление громкостью для управления разными эффектами, потому что иначе переключить было довольно сложно, то есть нужно было делать список эффектов и описывать специфически это все. Это совсем непросто было. А в системе Home Assistant появился специальный компонент для этих светильников. Он позволяет менять яркость, менять цвет, выбирать,
и несколько режимов выбирать. Тоже он, в принципе, неплохо прокидывается в Яндекс, и оттуда уже можно управлять этим светильником вполне неплохо. Ну, конечно, не все режимы, но как альтернативный способ управления вполне неплохо, и я его использую тоже очень часто. Для управления светодиодными лентами тоже они у меня работают по протоколу Zigbee. Я их добавил в Home Assistant через интеграцию Zigbee to MQTT. И они там появились как отдельное устройство. В принципе, все работает хорошо, то есть включается, выключается, регулируется яркость, меняются цвета этих светодиодных лент. Также есть возможность их пробросить через интеграцию с Яндексом в систему умного дома Яндекса. Большая часть параметров работает корректно и тоже вполне удобно пользоваться. С лентами есть некоторые сложности. Сам драйвер, он по какой-то причине не позволяет установить режимы работы при включении, то есть когда отключалась энергия и снова подключалась, то он всегда включает ленту, что, конечно, неудобно, если электричество пропадает часто. Поэтому нужно дополнительно еще проверять, если лента включена, в этом нет никакой необходимости, то по какому-нибудь скрипту, там, сценарию, то выключать эту ленту принудительно. Также для управления этими светодиодными лентами для dimмирования я использую беспроводной пульт от Aqara. На нем я сделал так, что когда удерживаю кнопку, то постепенно яркость понижается, потом она понижается до 0 и немножко на один шаг фактически увеличивается. И у меня, по сути, ленты все работают в минимальном режиме сейчас. Но если мне, допустим, нужно включить на максимальную, то я просто нажимаю несколько раз на эту кнопку управления, и у меня яркость делается снова максимальной. Может быть, это не самый удобный режим, но пока я сделал именно так.